Всем большой привет, друзья! Сегодня делюсь рецептом приготовления очень вкусных ароматных вяленых груш в вине с пряностями. Такие груши будут достойным дополнением к сырной и мясной тарелке, к благородным напиткам и шикарным украшениям на столе. Если есть свой урожай груш и вы не знаете, что из них приготовить, то этот рецепт точно для вас. Получится и недорого, и готовится совсем несложно. Вот такие груши, это просто вяленые груши без вина. Вот. Для этого нужны груши небольшого размера, и главное, чтобы они были твердые внутри, то есть не мягкие и не переспелые. Этот сорт называется лесная красавица. Очищаю груши ножом все. И потом или разрезаем на половинку и удаляем внутри все ненужное. Можно пользоваться специальными приспособлениями или же обычным ножом. Все очень просто, легко удаляется изнутри. Вот. Получаются вот такие красивые небольшого размера половинки груш. Если вы хотите, чтобы они быстрее завялились, тогда можно просто эту половинку разрезать еще пополам. Часть груш я буду вялить просто вот в таком виде, каком они есть, а другую часть, тут у меня вот 2,5 килограмма уже очищенных и разрезанных напополам груш. Далее надо литр вина. Столовая ложка с горкой меда отправляю к вину. Вино у меня простое, сухое, оно кисловатое, домашнее. Можно брать любое вино. Добавляю, так как оно у меня кислое, 100 грамм сахара. Если у вас вино достаточно сладкое, сахар добавлять не обязательно. Далее из пряностей. Тут у меня 3 палочки корицы. Если нету, добавляйте 3-4 чайных ложки молотой корицы. Еще небольшой кусочек корицы. 8 листиков, где-то 8-10 листиков лавровых. Кардамон, горсть, где-то 2 столовых ложки с горкой. Столовая ложка черного перца горошком. И нужен небольшой корешок имбиря. Такой он подуставший, у меня давно уже хранился в холодильнике, и тут как раз он кстати. Его надо очистить. Очищаю от кожицы, это легче всего сделать при помощи чайной ложки или столовой. Меньше всего тогда отходов получится. Очищаю и буду натирать его на мелкой терке. Вот. Добавляю к вину с пряностями и теперь отправляю на огонь, чтобы все закипело. Только закипело, сразу отключаю огонь и заливаю груши. Сразу все покрыть этим маринадом не получится, так как объем большой, поэтому не переживайте, так должно быть. Груши потом дополнительно пустят сок. Накрываю все крышкой и оставляю минимум на ночь. Можно оставить даже на сутки. Я оставляла на сутки. Через сутки сливаю весь маринад. Палочки корицы, листики, вот тоже сюда же. Все сливаю. И теперь надо повторно закипятить этот маринад винный вместе с пряностями. Отправляю на огонь и кипячу. Теперь вот эти груши, которые были сверху, их надо встряхнуть, чтобы они переместились на низ. Заливаю повторно кипяченым вином. Снова накрываю крышкой и оставляю еще на одни сутки, для того, чтобы они хорошо пропитались и еще больше наполнились ароматами. Теперь через, получается, 2 суток
Сливаю полностью весь маринад, укладываю груши на поддон. У меня получилось вот таких 3 поддона сушилки. Если нету сушилки, можно сушить в духовке в режиме конвекции 70-80 градусов, не больше, приоткрывая дверцу. Вот груши без вина, которые я сушила. За 2 суток они завялились. Вот такие, они не должны быть сухие, такие внутри мягкие, очень вкусные получаются груши. Тут без сахара, без ничего. Вот в таком виде, в каком они были, просто они вялились у меня в сушилке. И вот эти груши, которые я заливала вином. Храню такие груши в стеклянной посуде, в банке с плотно закрытой крышкой, в шкафчике, в темном прохладном месте, или же можно хранить в холодильнике. Очень надеюсь, друзья, что рецепт пришелся вам по душе. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Не забывайте подписываться на мой канал, кто не подписался. Оставляйте свои комментарии. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока!